подписчики, здрасте вам тоже. Сегодня, возможно, будет не самое удивительное бритье, которое я когда-либо вам показывал, но тем не менее я бы сказал, что приятное для меня, потому что тот станок, который сегодня будет участвовать в обзоре, он хорош для меня не только потому, что я его люблю, но он мне нравится, реально нравится, но еще и потому, что его прислал мне мой подписчик Денис, города Томска. Огромное ему за это спасибо. И, кстати, этот станок пойдет на розыгрыш. Я вначале как на распаковке там, вот этот отдам, этот не отдам. Ну, ребята, вы должны понимать, что это поведение нормального человека, когда он много плюшек видит. И вот это мне, это Остап Ибрагимович, ну, сами понимаете. А сейчас волна улеглась, сейчас я уже стал трезво размышлять, здраво понимать. И Metal Gun, он пойдет на следующий розыгрыш. Когда он будет, не знаю, ребят, не спрашивайте, но когда он будет, он обязательно туда пойдет такой, какой он есть. Не надо там ничего ковырять, функционал, нет, вот как пришло, так ушло, все нормально, все хорошо. А тот человек, к которому он попадет, будет Денису лишний раз спасибо говорить. А Денису в ауру зачтется, так что тоже хорошо, тоже здорово. Не буду вам зубы заговаривать, идите на крупный план, смотрите поподробнее на то, что сегодня будет в обзоре. У нас подготовка, все, догоняйте. Все вы знаете, что у меня есть Союз-14 пластиковый, с двух разных московских заводов, нескольких лет выпуска, в разных ипостасях. И именно на каком-то из них я хотел сегодня побриться. Но сегодняшняя распаковка все изменила. Посылка от Дениса, город Томск, моего подписчика, в которой я получил Rockwell 2S Metal Gun Metal Gun. Ну вы поняли. Все, конечно же, изменило. Сегодня хочу побриться именно на нем. Давайте посмотрим, как же он отличается от своей хромированной версии. Хром 95 грамм. Gunmetal 96 грамм. Ну, считай, что разницы нет. Ну, ребят, даже на визуальном уровне я никаких разниц не вижу. Я думаю, нет никакого смысла их измерять и сравнивать. Это два совершенно одинаковых станка, просто с разным покрытием. Вот сегодня на Gunmetals и побреемся. А лезвия сегодня будут от Ромы. Помните распаковочку? Вот Personal Lab там была такая. Хочется мне ее чрезвычайно попробовать, посмотреть, как она себя покажет. Она идет в большущих, здоровущих пачках. И вот Рома от души своей, прямо от сердца, так вот раз, вот пачку насыпал. И мы сейчас поставим одно из лезвий, посмотрим, что будет. Rockwell 2S идет с плитой R1 и R3. Ну, до R1, ребята, я что-то как-то даже не пробовал ни разу. Вероятно, это будут слишком мягкие. А вот R3-то мы с вами сегодня поставим. Упаковка, смотрите, какая интересная. Маленько клея было чуть-чуть. Вот видите, он на бумажке. Прям как-то нечеткая печать. Ну, надеюсь, это все нормально, да? Я не в курсе, у меня просто ни разу этих лезвий не было. Ну, как-то все смазано. Если бы российское такое, ну, к примеру, я не знаю, рапиру платину увидел смазанный, у меня бы первая мысль пробежала, это то, что левак. И на третьей плите и будем бриться троечкой, значит, вот так вот поставим. Ну что тут может быть по-другому? Все в порядке, все хорошо. Вы все помните красавчика с последнего обзора. Сегодня будут его собратья. Диаметр узла у всех одинаковый, разная высота. Его мы убираем в сторону, осталось вот с этими двумя разобраться. Они тоже практически близнецы-братья, у обоих узел на 26 мм. У обоих есть свои старшие братья, там узлы на 28 мм. Но вам тогда придется не жопиться и раскошелиться еще на $1. Если эти помазки, по-моему, где-то по 12 баксов, если мне память не отшибает, память не изменяет, я хотел сказать, то те, которые 28 миллиметров, там будут стоить уже не 12, а 13. Очень хочу, вот этот, ручка у него нравится. Но привычка оставлять сладкое на потом, наверное, я его уберу. А сегодня будет вот этот помазок, ребят. Узел 26. Так вот вам видно, не видно, я-то уже мерил.
Высота узла 56-57, не дотягивает до 60. Клеевая шишка точно так же, как и на всех остальных, есть. И также колеблется в районе 1,5 сантиметров. Ручка сама 55 миллиметров. Грубо говоря, весь станок вытягивает где-то примерно на 11 сантиметров. Вес по Москве 88. Я уже к тяжеленьким привык, но 89. Тоже нормально. На тактильном уровне примерно одно и то же. Как будет в работе, я думаю, что если и будут изменения, то только благодаря узлу. Потому что глубина посадки и высота узла у всех разная, несмотря на одинаковый диаметр. Вот и посмотрим, как же он сегодня будет отличаться от предшественника. Так приятно. Что будет дальше, увидим. За место мыла, ребята, у нас сегодня будет не мыло, а крем. Благодаря Александру у нас есть еще вот такая вот штука. Крема де Барба, Фиренза, или как правильно это называется. Такая здоровущая баночка. Запах, с ног не сшибает своей крепостью. Он такой приятный, прям вообще. Несмотря на то, что на крем, он средней твердости. То есть он такой полутвердый. Сразу смаху не продавите, хотя продавить-то можно, если сильно надавите. С ним сегодня и поработаем. Опасная бритва РФ сегодня представлена автошейвом Pinout, Clubman Aftershave Lotion. Вот такой вот упаковочкой. Тут контроль первого вскрытия. Вот такая красотень. Это у нас привет от Павла, нашего омского товарища. Его одеколончики, которые нам с вами подогнал на посмотреть. Rituals. Это, ребята, будет кашемир. Вот такой маленькой упаковки он идет. Тут брызгалка такая вот. Прикольненький, маленький. В конце мы с вами его и запытаем. Тут вот, видать, в какую-то передрягу попал, маленько пострадал. И это будет одеколон номера. Rituals кашемир. При шее будет сегодня, ребята, мой любимый прораза. Не стал его показывать на крупном плане из-за опасения, что вот эту бабушку мы с вами оторвали, и он там как, и что потом бегать его собирать. А так раз и показал, и все. Еще раз спасибо Мамен и Гиф энд Кэрол за то, что прислали нам такую балдежную, прикольную упаковку. А автошейв-то да, автошейв зачетный. Вот он полез, красава. Парни, как же я люблю, как он пахнет, блин. Вот хорошо, что его в бочках не продают. Я бы туда в бочкой головой так тырцать, как айда бы там плавать. Прям реально мне этот запах нравится. Так. По влажненькому хорошо пошел. Хорош. Ля-ля. Так, чаши сегодня не будет, ребята, потому что сегодня у нас синтетика. А с синтетикой, как мы с вами говорили, у нас будет вот такой вот красавчик. Так, кружку я опять не приготовил. А что тянуть? Сейчас пойду схожу за кружечкой. Просто замочим. Я их уже споласкивал, прогонял маленько, но, конечно же, они после этого высохли. Так, намочили. Здесь он такую же рожицу корчит, видите, да? Так, давайте сразу покрупнее сделаем. Вот совсем другое дело. Опять намочили. У волшебника Сулеймана все по-честному, все без обмана. Видно, да? И все, перестал капать. А теперь обратите внимание, я его не отжимаю об стенки, я просто с него стряхиваю. Я больше чем уверен, он до сих пор полон влаги, но тем не менее, смотрите, вот это он все держал в себе. Я не хочу сказать, что это самая хорошая в мире фибра, нет. Но это замечательное свойство. Если бы хотя бы у половины того, что вот у нас есть, были такие свойства, это было бы хорошо. Открываем. Ребята, лялечка. Сейчас делаем быстренько компресс. Не знаю почему, но что-то мне подсказывает, что сегодня с этим кремом будет зачетная бритва.
вообще не глазливый, конечно, но почему-то так кажется. У Сашки, ну вообще он, конечно, любит хорошие вещи, но у него осечка была чрезвычайно редка. У него, я думаю, процентов 80-90 того, что он брал, это были вещи. Я думаю, что это не исключение. Блин, я это чую. Ай, пахнет. Спокойно выдержано, ритмично, так, знаете, вот не вырви глаз, но так как-то аж прямо вот в подкорку пролазит, поселяется там и говорит, ну, ты видел? Я говорю, да, видел, давай еще. Сейчас будет. Вот что-то вот такое вот. Прям красавчик, просто красавчик. По запаху, по запаху. Ну, судя по тому, что я вижу по пене, с пеной-то он тоже не промах. Обратите внимание, помазок не так, чтобы сильно мы с вами загрузили, а по краям-то видите, что творится. Уже так хорошо процесс пошел. Так, давайте еще 10 движений. Ну вот и все. Ну вот и достаточно. Так, опа. Переходим на лицо. Чуть-чуть водички. Ребята, что будет дальше, не знаю, посмотрим. Но вот сейчас воды добавил. На первичном этапе это практически аналог предыдущего. Вот что-то вот такое. Ну, минус другая ручка. Те же мамочельные замашки. Хребет есть, но время от времени он себя показывает. Но тут же стыдливо прячется, уходит и дает спокойно, нормально работать. Пожалуй, что он показывает себя здесь чаще, чем на предыдущем товарище. Тот как-то так, знаете, так сильно-то не выпячивался. Он, если ушел в раскоряку, все, его не будет. А этот ушел в раскоряку, 3-4 движения, пункс появился, опять ушел, пункс, опять появился, ушел. Вот что-то вот такое. Ну, давай, родной, соскучился я по тебе уже. Ну, что греха таить, несмотря на шикарнейшее, просто обалденное лезвие, Рома, спасибо. Блин, ну мягкая третья плита. Вот четверочка, пятерочка, вообще шестерка, конечно. Нормально прошел. Для третьей плиты более чем.
Конечно, это не тот практически полуснятый материал, если вы идете чем-то агрессивным. Но вот в таком положении это мягче, чем 89-я голова. Мягче. Остаточная на креме, ребята, более чем. Я прям эту пленку чувствую. Ее прям навалом. По второму разу бриться не будешь, но если надо где-то что-то пройтись, вполне себе хватает, вполне себе нормально. Не пойму, то ли пришейф на него попал. Вот вроде бы пришейф, наверное, пришейф. Потому что в креме ментола-то я, собственно, не наблюдал. Но такое ощущение, что я с ментолом бреюсь. У Дениса вот эту фишку подглядел. Он так раз КДК убирает. Я раньше его глотал. Ну, тоже вариант, но это надо уметь. Некоторым это просто не удается сделать. Но это тоже работает. Ну, правда, руки проскальзывают. Ну, тут приноровиться-то можно. Ну все, третий. Все еще бодр и весел, всего еще навалом, но все равно еще водички добавлю. Ну, ребят, пена прям, ну и пена хорошая, реально хорошая.
Ребята, охренеть. Вот просто охренеть. По идее, сейчас мне не надо добриваться. Где-то так что-то выскабливать, я это уже сделал. Есть, ну, настолько мизерное, что в обычной жизни я бы, наверное, даже не стал этого делать. Но все равно, чего уж у нас, смотрите, сколько еще пены осталось. Правда, я ее безбожно разбавил водичкой. Но, тем не менее, она даже в таком жидком состоянии. Ух, видите, бежит по руке, но конец у нее стоит. Ну, в смысле, держит форму. Не пойму, сам крем с ментолом, что ли? Почему я этого не чувствовал? Или это я по автошейву развозюкал? Изначально-то я там ментола не чувствовал. Наверное, все-таки по автошейву. Ой, пришейв. Когда проразы наносили. Beautiful. Просто beautiful. Автошейв. Хорошо. Компресс это всегда хорошо. Сейчас вот смотрел на станок, на салфетки. И думал, блин, это ж как же вот так ребята исхитрились, создали такое. И при всей своей классности все-таки станок достаточно противоречивый. Ну, сейчас на заключительное слово пойдем и поговорим об этом. А пока автошейв от опасной бритвы РФ, Pinout Clubman. Pinout, взлети выше солнца. Ну, этот как-то классик ванила, пахнет по-другому. Ну, ванили-то я здесь не так, чтобы чувствую. Чувствую какие-то вот такие нотки. Ну, сейчас виниловыми, господи, еще и диски сюда приперел. Ванильными я бы их не назвал. Ну, в принципе, это концентрат. Крышка, как и у всех пинаудов, дозатор точно такой же, как и у всех. Ох, ребят, мне, пожалуй, этот больше всех пинаудов понравился, именно вот с ванилью. Знаете почему? Он другой. У него есть какие-то такие ноты, которые отвлекают от того, что он автошейф, и говорит о том, что он еще где-то рядом с туалетной водой посидел. Не знаю, что у них там ночью было, когда они там рядом, но что-то он там прихватил, потому что какие-то нотки такие вот интересные есть. Утонченность какая-то, изысканность появилась в этом запахе. Ух, а как он подвыветрится, так это вообще интересно становится. Да, ребята, точно. Из всех пинаудов, что мы с вами пробовали, вот этот вот классик ванила для меня самый зачетный. Не ждите какой-то кулинарки. Здесь богатый, изысканный такой, щедро сдобренный какими-то вот такими прям тягучими нотами букет. И он как будто мечется все время. Кем мне быть, автошейвом или туалетной водой? Автошейвом. А вот давай сейчас вот этим буду. И подвыветрился маленечко, хлоп, и туалетной водой стал пахнуть. Что-то вот такое есть. Кто-то спросит, а в чем разница, туалетная вода, автошейв? Ребята, ну, как по мне, букеты все-таки разные и резкость другая. Вот здесь изысканности больше, чем во всех предыдущих. Если вот все предыдущие, которые были, они, знаете, вот как паровоз. Вот так пропер и все. Вот это вот так было. А это уже что-то такое, знаете, как вот японский скоростной 350 км в час. И все. И вот такое отличие.
Очень интересная штука, очень интересная и классная. Все, крупный план закончился. Ну, пока свеженький, давайте за автошейфы поговорим. Ребят, на лице не оставляет практически ничего. Прошло не более минуты, я чувствую только свою кожу, и меня это радует. Тот запах, который он мне подарил, нравится тоже, потому что ввиду того, что там какие-то новые нотки набаламутили, наколобротили, он стал не такой прямолинейный ломовой, он стал более изысканный и стал больше похож вот на этого дэнди джентльмена, который здесь нарисован. Приятный, приятный, очень приятный, хороший. Остальное я бы на любимой проверил, но она, к сожалению, на работе, и пока ее нет. Из автошейвов, если говорить, что ему поставить, я бы ему поставил, наверное, 6. Пятерка за то, что он полностью выполняет свои функции, не оставляет следа на лице и не заставит вас напрягаться, что где-то что-то вы измажете или у вас испарина пойдет и будет какая-то липкая жирность. Нет. И единичку бы еще дал за запах. Это не самый сногсшибательный запах, который бы я вот так бамс влюбился и все, и сердечко пропало. Ну, ребят, извините, оценка-то не 9-10, а 6. Это хорошая штука, хорошая, однозначно хорошая. Форензе, крем для бритья от Александра. Саня, спасибо тебе огромное за то, что дал попробовать вот такую штуку ребятам показать. Ребят, меня сбаламутил маленько все-таки пришейф от прораза. Каким-то образом он не ушел и постоянно все бритье меня преследовало. Я бы подумал, что вот не будет пришейва, а был бы этот запах. Ну понятно, что это крем. Но есть пришейф, а от крема ментолом не пахнет, а всю дорогу был ментол. И он, по сути, забивал запах вот этого мыла. Настолько он, скажем так, не навязывающий, не концентрированный. Он есть, он приятный, чертовски хорош, но он не сшибает все. Для тех, кто любит, чтобы их комната пахла каким-то кремом, ребят, это не то ароматизирующее средство, которое это будет делать. Даже пока он сохнуть будет, в радиусе 1,5 метров, наверное, вы, может быть, что-то еще и почувствуете. Дальше не будет. Но когда в работе, когда вы вот так вот его берете, запах приятный, и он явственно ощутим. Что касается всех остальных качеств, ребят, 5 по всем позициям. Пенообразование 5, стойкость пены 5. То, как он на лице был и позволял бриться станком, тоже 5. Станком сняли, и после бритвенное состояние на лице я чувствовал, что крема-то тоже более чем достаточно, поэтому по всем позициям он прошел. Еще бы, пожалуй, 5 бы я ему добавил за экономичность. Потому что мы в креме-то и помазок повозюкали, всего ничего. Хватило на все бритье, а сколько еще осталось. Я очень сильно подозреваю, что его надолго хватит. И очень даже, может быть, он быстрее надоест, чем вы его смылите. Поэтому вещь, однозначно вещь. За запах, тут я в растерянности. Всему крему я готов дать 5. За запах, пожалуй, добавлять ничего не буду. Потому что он мне понравился, это плюс. Но он не очень сильный. Для меня это минус. Поэтому я дал единицу, забрал единицу. Ну, мужик слово дал, слово забрал. Вот пятерка. Станочек. Ребята, полный аналог своего хромированного собрата, просто другая расцветка. Третья плита меня удивила. Я на ней брился всего один раз, но это было ой как давно. А сейчас получилось так, что на 3 прохода я побрился, и там, в принципе, там можно было уже ничего не добривать. И при всем при том, дельфинчик гарантированный, я чувствовал себя великолепно. Несмотря на хорошее бритье, 3, ребят, все-таки не для меня. Я бы на 4, 5 все время юзал этот станок, потому что она для меня слишком деликатная. А вот тем людям, у которых, скажем так, А, повседневное бритье, Б, деликатная кожа, С, немного волосев на лице, им там упираться сильно-то не надо. Вот трошечка бы так бы и пошла. И, к сожалению, не тот станок, на котором можно было бы узнать новое лезвие, но тем не менее я очень рад, что благодаря моему подписчику можно было бы сегодня его попробовать. И, Денис, вот от всей души хочу сказать тебе еще раз спасибо, потому что вот сам бы я так вот к своему Роквеллу скоро бы не пришел, а вот благодаря тебе это получилось. Ребята, зачетная, неадекватная, совершенно противоречивая вещь. Почему неадекватная, не противоречивая и противоречивая? Потому что, несмотря на всю свою комфортность и на то, что многим заходит этот станок, ребят, все-таки есть люди, которым он по каким-то причинам не заходит.
И Денис яркое тому подтверждение. Вот благодаря тому, что он ему не зашел, этот станок сейчас перед вами пойдет потом на розыгрыш. Поэтому, парни, каждый раз, когда смотрите обзоры с этим станком или читаете какую-то информацию, ребята, фильтруйте. Во всем этом нет стопроцентной гарантии, что это ваш станок. Все нужно пробовать. Вот только после того, как попробуете, вот тогда уже будет более-менее что-то понятно. И то, возможно, не с первого раза, со второго, третьего, четвертого, пятого. Станок однозначный. Кто еще не брал такой, ребята, отложите себе позицию, что в том числе вот это тоже нужно рассматривать. Но опять же, гарантии в бритье, что это ваше, вам никто, кроме вас самих, дать не может. Лезвие. Рома, огромное тебе спасибо. Персон в этом станке я не понял. Я таки вообще не разобрал, что это такое. Я только понял, что меня хорошо побрили. А что это вообще и с чем это едят, я так и сказать-то не могу, потому что станок такой. Ему пофигу, ты хоть что туда вставляй, он все равно будет брить. Хуже, лучше, но он всегда будет выдавать хороший результат. Но я почему-то думаю, что это все-таки хорошие лезвия. Мало того, что я много положительных отзывов об этих лезвиях слышал, так еще и так бы лезвие себе, я бы даже, пожалуй, что и в этом бы почувствовал. А здесь дискомфорта не было. Я думаю, что особый цимус вот с этим лезвием я бы, наверное, смог получить в 89-41 голове. Вот было бы интересно, вот было бы здорово. А так бы даже еще и в прогресс бы, может быть, поставил. А может быть, сейчас вот разберемся со всеми станками. И Мюллевский что-то как-то завалился, давно его не было. Там бы тоже можно было попробовать. Однозначно лезвие зачет. Рома, огромное тебе, Рахмат Мерси. Это по-французски или по-еврейски сказал? Ну, шалом. Шалом это не спасибо, это здрасте, по-моему, да? Ну, короче, спасибо, ты меня понял. Хорошая штука, однозначно. Одеколончик. Ну, после этого одеколон, автошейва, честно сказать, никакого желания это смешивать и нету. Но работа есть работа. Так. Легкий такой какой-то. Ну, он достаточно деликатный. Не скажу, что это мой любимый. Но вот я перед этим уже, конечно, пару раз им пользовался. Ребята, летний вариант. На зиму, я думаю, такой не пойдет ввиду своей легкости. Благодаря тому, что вот те люди, которые создали вот этот букет, они, наверное, вот эту легкость туда закладывали, то и получился вот как название кашемир. Какой-то, знаете, такой бархатистый. А на любимый сейчас тоже не могу проверить, потому что тогда не дал попробовать, сейчас он на работе. Если бы я вот это пробовал в магазине, я бы, пожалуй, себе не оставил, я бы пошел дальше. Но, возможно, есть люди, которым это может понравиться. Во всяком случае, оформлено достойный, запах интересный. Нужно пробовать. Медленно и верно подобрались к помазкам. Ребята, это вот та троица, которая вот у нас оставалась черненькая. Это был на предыдущем обзоре. На этом мы погоняли сейчас. Этот пойдет в следующее бритье. Что могу сейчас сказать об этих двух? Да даже о трех, пожалуй. Диаметр узла 26 мм у каждого из них. Разные узлы. Пожалуй, из того, что их объединяет, можно еще сказать, что есть клеевая шишка на 1,5 см в каждом. И нигде она не видна совершенно. Она просто есть. И нигде не мешает. Все, на этом одинаковость заканчивается. Пожалуй, что еще и материал одинаковый. Да, есть такое дело. А вот разница за счет строения узла все-таки, ребята, есть. Стержень и у этого, и у этого. Этот в работе стержень не показывает, он просто формирует узел и дает вам комфортное, нормальное нанесение пены. Вы узел как только продавили, он тут же спрятался, включает всех своих собратьев вокруг в работу, и вы работаете. Здесь же, ребята, несколько другая картина. Вот посмотрите, высота узла одинаковая совершенно, и диаметр узла тоже одинаковый. Но здесь сучонок, он постоянно свой вот этот вот и вытаскивает, и показывает. Не скажу, что это напрягает. Это просто есть. Вот кого это не смущает, тогда можно эти два помазка считать одинаковыми. Лично мне это в работе не мешает, но отвлекает. Вот так вот можем сказать. Если бы, допустим, между вот этими двумя выбирать, конечно бы я взял вот этот. Ручка, да, неплохая, но даже ручка мне здесь нравится больше, пожалуй, вот из-за этого радиуса, что здесь есть. Здесь радиус есть тоже, но здесь сразу же после радиуса вот это вот навершие, за которое нет-нет, да схватишься. Не скажу, что режет пальцы,
Но все-таки вот это мне как-то, наверное, вот из-за этого радиуса оно ближе, потому что здесь нет резких изгибов, палец лег, так лег, а здесь прямая. То есть вот тут, знаете, все-таки, наверное, имховые какие-то вещи уже вступают в работу, и тут вам самим нужно определяться будет. Вот таким хватом держать очень даже удобно, потому что палец как лег, так лег. А здесь уже будет совсем по-другому. То есть вот смотреть, смотреть. Но в любом случае из этих двух я бы взял вот этот, потому что здесь работа узла и ручка мне понравились больше. А материал совершенно одинаковый. Так со стороны, если вот так вот не вдаваться, то да, это два одинаковых помазка. И следующий пойдет вот этот красавчик. Какая же у него ручка такая прям рогово-бомбическая. Пожалуй, что и все. У нас осталось на обзоре два помазка. Этот еще и с белым ворсом. И на этом не закончится, ребята, потому что московскую таможню прошли еще парочка. И тоже от Яки. Что будет дальше, посмотрим. А пока добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. С вами был я, Вадим. До новых встреч. Пока-пока.